Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с воспоминаниями советского ветерана, который в годы Великой Отечественной войны служил наводчиком в расчете знаменитой «сорокопятки». В данном видео он расскажет о бое, за который он получил свой первый орден Красной Звезды. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение по данному материалу. Ну, мы начинаем. Что еще про первую зиму сказать? Намерзлись под завязку. Рыли, конечно, землянки, ночевали в отбитых блиндажах. Но зима суетная была, часто меняли место дислокаций, наступали. Сколько орудийных окопов вырыли, не сосчитать. На землянке сил не оставалось. Сильно досаждала немецкая авиация. Чуть зазеваешься, истребители уже над головой. Летят бомбы, пушечные и пулеметные очереди. В один из таких налетов про судьбу невольно вспомнил. Вырыли землянку, печку растопили. А тут команда. К бою. Выскочили и к орудиям. Небольшая бомба попала в нашу землянку. Глядим, а на ее месте груда дымящейся земли и жердей. Мне свой вещмешок жалко стало. Там теплое белье лежало, хорошая трофейная бритва и что-то из еды. О жизни как-то и не думал. Останься мы в землянке, даже могилу копать бы не пришлось. Несли большие потери от немецких минометов. Мины сверху сыпятся, укрыться трудно. Этого добра у немцев хватало. С утра начинали обстрел. Перекурят и снова мины летят. В отличие от пехотных траншей, мы свои позиции маскировали тщательно. Но от случайности не спасешься. 10 мин мимо пролетят, а 11-я в цель врежет. Мы от минометного огня в отсеченных ровиках спасались. Узкие, глубокие и неплохо защищали. Меня после Ващанова назначили командиром расчета. Я в отдельном ровике рядом с орудием находился. Продолжал выполнять обязанности наводчика. Наводчик – главное лицо при орудии. Я прицел никому не доверял. Однажды мина ударила в наш окоп и попала в ровик, где снаряды. Нас что спасло? Во-первых, не поленились для снарядов длинный и глубокий ровик выкопать. Во-вторых, боеприпасов было немного, в основном бронебойные. Они такой сильной детонации не дают, но шарахнуло крепко. Всех оглушило, одного бойца контузило и осколком подошву ботинка пробило. Перевязали и в тыл отправили. Пушку перевернуло, осколками посекло, но прицел я при себе держал. Снарядами соседи поделились, и через полчаса можно было вести огонь. Но это удача, судьба. В соседней батарее обычная мина посредине окопа упала. Когда она в замерзшую почву бьет, взрыватель мгновенно срабатывает. Даже воронки не остается. Там осколки дел натворили. Командира расчета и заряжающего наповал. Еще двоих тяжело ранило, а снаряды невредимые. Собрали пушкарей поопытнее и срочно укомплектовали расчет. Вот такие вещи случались. Невеселые. Свой первый орден Красной Звезды я получил приказом от 21 июля 1944 года. История этого ордена такова. Пехотный батальон 190-го стрелкового полка, куда входила батарея, брал какую-то высоту. И полк был в боях уже изрядно потрепан. И от батареи из 6 45 миллиметровок оставалось лишь 4. Сильный пулеметный огонь прижимал батальон к земле, да еще 2 немецкие полевые пушки калибра 75 мм добавляли жару. С этой штуковиной выпуска начала 30-х годов я был знаком еще по работе на заводе. Нас, артиллерийских слесарей, знакомили с иностранными пушками, их особенностями. Что-то полезное мы могли использовать в своей работе. Короткоствольная, с массивным щитом. Она неторопливо посылала 6-килограммовые снаряды, разбивала станковые пулеметы и накрывала в воронках и мелких ложбинках залегшую пехоту. Требовалось перекинуть за бугор наши сорокопятки. Без их поддержки атака срывалась и прибавлялось все больше убитых и раненых. Батарея стояла в низине, прикрытая соснами и кустарником. Чтобы добраться до позиции, требовалось преодолеть 1,80 м открытого пространства. Вначале, как всегда, на ура, рванули 2 первые упряжки с 2 сорокопятками и расчетами. Только немцы про эту проплешину хорошо знали. Первая сорокопятка, преодолев 2/3 расстояния, угодила под разрыв снаряда, перевернулась, убила кого-то из расчета и одну из лошадей. Остальные бойцы, кто раненый, кто контуженный, кое-как доползли до спасительных сосен. Вторую сорокопятку разнесло прямым попаданием на полпути. Оставшихся в живых артиллеристов добили еще несколькими снарядами и пулеметным огнем. Погиб и командир взвода. Смотрел я на это месиво, лужи крови, исковерканные пушки, и с тоской понимал, что сейчас наступит моя очередь.
По телефону из штаба кричат, торопят командира батареи. Тот оправдывается, а бойцы угрюмо ждут. Страшно, когда понимаешь, что на верную смерть идешь. А идти придется. Заставят. «Романов, ну что, видел?» С непонятной злостью спросил комбат. «Теперь твоя очередь». В расчете у меня был ездовой, бойкий, находчивый, звали Никита. Когда расчет голодал, всегда надежда на него была. Походит, пошарит по окрестностям, где картошки или молока выпросит, огурцов нарвет, а то и кусок мяса притащит. А был Никита уже в возрасте, постарше меня, сообразительный, много чего повидавший. «Не торопись, сержант», — посоветовал он, — «подумать надо». Думал он недолго и взял командование в свои руки. Приказал 4 крепким бойцам держать лошадей изо всех сил. А сам Никита с другим ездовым давай лошадей кнутом охаживать. Били не на шутку. Лошади ржут, на дыбы становятся, а бойцы на уздечках повисли, держат на месте. Никита скомандовал: «Отпускай!» Ребята мгновенно отпустили уздечки и в стороны. Кони, ошалев от боли, так рванули, что немецкие артиллеристы и пулеметчики не успели взять прицел. Ахнул позади взрыв. Защелкали по соснам разрывные пули, но упряжка с орудием залетела в прогалину и была уже в безопасности. Расчет, кроме Никиты, переполз через открытое место, а ездовой взялся за переправку последнего 4-го расчета. Упряжку отвели немного подальше и таким же маневром проскочили прогалину. А следом перебрался и расчет. Только чудес на войне не бывает. Хоть и перегнали пушку, а 2 из расчета на этой спаханной снарядами полосе остались. Одного осколками накрыло, а второй слишком торопился, поднял голову и угодил под пулеметную трассу. Только каска в воздух взлетела, а из головы красно-серым брызнула. Я все это видел, даже застонал от отчаяния. Много уже смертей нагляделся, а внезапная гибель еще 2 ребят как по-живому резанула. Пойдут к матерям и женам похоронки. Невольно себя убитым представил. Комбат взводный, зеленый лейтенант. Да я, командир расчета. Вот и весь командный состав батареи, в которой осталось 2 орудия. Посоветовались, оглядели местность и быстро выкатили 45-ки на прямую наводку. Немецкие 75-миллиметровые пушки со щитами, похожими на поставленные торчком обеденные столы, только выгнутые посередине, имели горизонтальный угол обстрела всего 5 градусов. То есть оставались минуты, чтобы прицелиться и ахнуть, пока немцы разворачивают станины. Хоть и малый калибр у наших 45-ок, зато хорошая точность и скорострельность. Плюс наводчики опытные. Ударили по немецким пушкам вперемешку осколочными и фугасными снарядами. Вспоминал, как больно бил в глаза резиновый ободок оптического прицела после каждого выстрела. Одну немецкую пушку накрыли прямым попаданием, вторая нащупала нас. Били по ней, не жалея снарядов. Она была хорошо прикрыта, и наши снаряды вспахивали бруствер или взрывались с перелетом. Да и снаряды 45-миллиметровка весили всего 1200 граммов. Чтобы накрыть немецкое орудие, требовалось прямое попадание. Немцы тоже мазали, но их пушки, даже если в цель не попадали, разбрасывали большое количество осколков. Мы в щит 2-й пушки наконец-то попали, а он покатый. Взрыватель сработал с запозданием, и снаряд взорвался в воздухе. Зато ответная 6-килограммовка ударила едва не под колесо соседней 45-ки. У них и так расчет неполный был, а новый взрыв оставшихся разбросал. Кто убит, кто ранен. Комбат сам за прицел 2-й 45-ки встал. Снова открыли огонь из 2 орудий. Добили мы эту чертову пушку. Остатки снаряда выпустили по пулеметным гнездам. Кого-то подавили удачными попаданиями, другие умолкли, захлестнутые волной атакующих. Передали раненых санитарам, закурили. С одной стороны радостно, что сыграли решающую роль в наступлении, а с другой... Я считал оставшихся живых из батареи, уцелело не более четверти людей, осталось всего 2 орудия. Чему радоваться? За бруствером лежали в ряд накрытые плащ-палатками и шинели трупы артиллеристов. Там же лейтенант, наш взводный, который пробыл на переднем крае суток 3. А с повозки сгружали еще тела, тех, кто погибли, когда миновали открытую лощину. Если бы не находчивость Никиты, всю батарею там бы оставили. Старшина привез еду. Тоскливая, обычная на фронте картина после жестокого боя. Термосы с кашей, хлеб, водка, махорка на всю батарею.
А нас всего человек 15 осталось. Еда в глотку не лезет. Выпили по кружке, повторили, стали ужинать. Голодные, не заметили, как тормоза опустели. Сходили, глянули на разбитые немецкие пушки. Короткий толстый ствол, колеса с пружинистой необычной резиной. Орудие вроде массивное, а весит как наша сорокопятка. Мы его легко втроем-четвером ворочали. Пересчитали попадания. Немецкие артиллеристы уже с вывернутыми карманами лежали. У некоторых и сапоги стащили. Нам даже обидно стало. Мы автоматы искали, но их уже пехота забрала. Зато нашли в блиндаже да в окопах штук 5 одеял. Пехоте тяжело тащить, а у нас конная тяга. Забрали, потому что ночью сильно знобило. Ночи на Украине влажные и прохладные. Гранатами трофейными разжились с длинными рукоятками. Я одну как запустил, она метров 60 пролетела. Нашу так далеко не кинешь. Поспорили, почему у нас в армии таких гранат нет. Древесины, что ли, для рукояток не хватает? Так и не пришли ни к какому выводу. А граната, мы их колотушками называли, слабая, завидовать нечему. Мы больше на свои лимонки надеялись. Сильная вещь. В расчете всегда запас лимонок имелся. Автоматов мало было, поэтому при случае мы всегда немецкие автоматы брали. За этот бой я получил орден Красной Звезды. Наградили орденами и медалями еще несколько человек из батареи, в том числе и Никиту. На этом сегодня все. Конец третьей части. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.